Друзья, я вас приветствую на Вестнике Кавказа. С вами «Токсичный диалог». Меня зовут Александр Каргин. И у нас сегодня в гостях экономист Михаил Леонидович Хазин. Михаил Леонидович, я вас приветствую. Здрасте. Как ваши дела? Да у меня отлично. Замечательно. Трамп обещал, что если станет президентом, он рассекретит информацию про убийство Кеннеди и про инопланетян. Что думаете об этом? Вообще, кто убил Кеннеди? Будет ли какая-то здесь сенсация? Или он просто расскажет историю про Ли Харви Освальда? А конспирология тут при чем? Конспирологии тут нету. Нет. Вот. Так, ну, Ли Харви расскажите. Освальд, в книжке «Кризис и власть» просто вся эта история описана в деталях. Ли Харви Освальд никакого отношения к убийству Кеннеди не имел. Это, отвлекающая фигура. Причем такие фигуры готовили в большом количестве городов в Соединенных Штатах Америки. По крайней мере, еще одного такого поймали. Ну, то еще раз говорю, читайте «Кризис и власть», том 2. Что я буду повторяться. Что касается инопланетян, то это как раз типичный совершенно пример отвода внимания. Да, то есть вот ребята, нечего там думать о правах человека, о правах трудящихся, туда-сюда. Вот давайте вот инопланетяне тут. То Поэтому есть я в рептилоидов вы не верите? нет, я не верю. А кто все-таки убил Кеннеди? Ну, А, если кратко. Ну, существует несколько вариантов. Да? Существует человек, который сказал, что это он сделал, но это сделал какой-то человек, которого готовили ЦРУшники. Вот. Нет, мне не интересен, не персоналия интересны. Кто заказчик? ЦРУ. Ваше мнение ЦРУ. Я правильно понял? А ЦРУ исполнитель, а заказчик глубинное государство. То есть глубинное государство, которое уже тогда, соответственно, существовало, вот оно инициировало это. Это бюрократическая структура, включающая в себя лоббистов, олигархов. Понимаете, каждый чиновник в глубинном государстве, он находится на содержании у кого-то. Ну, собственно, властные группировки. Да? И у них была единая цель, что с Кеннеди работать невозможно. Его нужно убирать. Отметим, что аналогичная ситуация была с Никсоном. Никсона тоже убрали. Но поскольку, во-первых, он был человек очень уважаемый, а во-вторых, соответственно, тут были разные тонкости, то по этой причине его не убили, а отстранили. И, кстати, это потом, но это на самом деле была точка прихода к власти как раз вот тех самых финансистов, которые сейчас уходят. Вот, то есть это смена. Их представлял Картер. Я правильно понимаю вашу мысль? Дело в том, что это все происходило за их спинами. Да. Картер был ширмой, за спиной которого все это дело и происходило. Мгм. И Форд был ширмой. Началось все, если помните, с Спира Агню. Вице-президентом Никсона, с которым он шел на выборы, был Спира Агню, которого обвинили в коррупции и заменили на Форда. А потом уже, то есть это все было как бы одна операция. Мгм. А если мы посмотрим покушение на Трампа, я слышал уже ваши комментарии по этому поводу, но тем не менее, покушение на Трампа и вот то, что оно неудачное, да, это вот, как сказать, вот то, что оно неудачное, это форс-мажор или так и задумывалось? Это форс-мажор. Это форс-мажор. Форс-мажор. Его должны были убить. Но понимаете, как Они правильно. попробуют еще раз? Нет, уже нет. Всё. А решение уже принято. Насколько я понимаю, они приняли решение все, да, как сказать, э, рептилоиды, что финансовые, что промышленные, приняли решение, что надо ставить Трампа. Ну, потому что если будет Камала, это вообще ужас, ужас, ужас. Кстати, обращаю внимание, они и вице-президента, кандидата, вице-президента Камали поставили такого, чтобы после их поражения можно было сказать, вот видите, народ не хочет этой ЛГБТщины. Вот. А соответственно, что касается Трампа, то Трамп, ну да, он будет ездить и болтать. А реально делом будет заниматься Вэнс.
И в этом смысле это повторение схемы Эйзенхауэр-Никсон. Потому что на второй срок Эйзенхауэра, когда его хватанул инсульт, то реально руководил Соединенными Штатами Америки Никсон с этой вот командой консерваторов под руководством Джона Фостера Далласа. Они, соответственно, только не Джона Фостера, а этого самого, с его, ну да, правильно, Джон Фостер, старший брат, а Аллен Даллас был руководителем ЦРУ, в эту же группу он входил и, соответственно, был, соответственно, пресловутый директор ФБР, которого все боялись до безумия. Вот, и вот это была такая, Которому приписывают план Даллеса. ну, это не важно совершенно, потому что это была одна группа. Возглавлял ее Джон Фостер Даллас как интеллектуальный центр. Вот. И Никсон входил в эту группу младшим. И по этой причине там было много историй, когда его там попытались, когда он только шел, вот, и все пытались его каким-то образом, значит, вот, истребить. Но как это можно было сделать, когда у него с одной стороны соответственно, соответственно, Ален Даллес, который, конечно же, уже официально не руководил ЦРУ, но во многом держал в руках всю ситуацию. А с другой стороны был директор ФБР. И, собственно говоря, по мнению вот нашей в книжке «Кризис и власть», то, что Никсон все-таки проиграл, связано как раз с тем, что в 1974 году умер глава ФБР. Мгм. Я правильно понимаю, что если мы исходим из того, что принято решение элитами американскими поставить Трампа, это значит, что рептилоиды сливают геев? Ну да, ну да, ну да. Вы Ну как-то просто грустно об этом говорите. скрипач не нужен. Ну, их готовили как некоторую такую вот силу, да. Ну, вас удивляет, да, что, соответственно, люди, которые ставили Гитлера, промышленники с Ватиканом, они использовали СС. Вы хотите сказать, что эти ребята, которые промышленники, были антисемитами? Нет, нет. Они просто решили использовать этот инструмент. Так и тут. Ну, Круп антисемитом был. Ну, хорошо, Если ну, мы говорим, ну, просто я не готов про всех говорить, потому что надо конкретику изучать, но если мы про таких самых ярких, то да, они были антисемитами. да нет, не все. Ну, вот я конкретный пример просто привел, если так вот их точечно, там довольно, ну, токсичные товарищи были, неприятные. Первый муж Магды Геббельс был еврей. Я не про Магду Геббельс, она немного другая история. Кстати, что интересно, этот первый муж Магды Геббельс был не просто евреем, он был евреем, коммунистом, сионистом, а потом его, ну, собственно говоря, да, в его убийстве обвинили правых евреев, сионистов, да, хотя они его, судя по всему, не убивали, а если убивали, то, ну, скажем так, это были, видимо, внутренние разборки, поскольку он был очень таким неприятным товарищем, ну, честно говоря, мерзотнейший тип. Ну, как и Магда Геббельс, собственно говоря, Но да? у них, соответственно, с Магдой Геббельс был сын, который остался жив, да, вполне себе. Вот такой пасынок Геббельса. Тут, понимаете, когда мы начинаем говорить о конспирологии, ну, например, почему убили детей Геббельса? Знаете версию? Почему они Да, сами убили своих детей? да, Вы это да. спрашиваете? Ну, то есть версия гласит, что они Так, убили сами, но, может быть, и не сами. Это не... так, расскажите. А потому что в последние дни в бункере Гитлера практически полностью сменился состав обслуги, и подавляющее большинство людей Гитлера вблизи в последнее время не видели. Потому что есть гипотеза, что последние дни в бункере был уже не Гитлер, а дети его хорошо знали. И по этой причине они не должны были быть свидетелями того, что был другой человек. Ну, они его видели последние дни, то есть они же Видели, погибли. конечно, Ну, они были в бункере, они его видели. да, но я к тому, что они были убиты, по-моему, за 5 или 6 часов до того, как Гитлер покончил с собой.
Ну, правильно. Но нужно было, соответственно, сделать так, чтобы Ну, не вот эти оставить. 5-6 часов я к тому, что ни на что не влияли. То есть они и до этого все время все равно видели. Если Они, Гитлера ну, чтобы предположить, что никто он не сбежал рассказал, куда-то. что было, чтобы когда все произошло, чтобы они никому не могли сказать. А, потом, чтобы не рассказали. Конечно, потом, чтобы. Все. Я понял вашу идею. Ну, смотрите, это да, это такая конспирологическая версия. Слышу вас. В принципе, то, что у Магды Геббельс от, по-моему, Арлазоров фамилия была его, ее любовника, вот, да, вот этого коммуниста-сиониста, да, то, что от них был. Я не знаю, были ли они официально в браке, но реально Не-не-не, они официально не были. Вот то, что у них был ребенок, это тоже конспирология. Там непонятно, от него у нее ребенок был, не от него. То есть это тоже такая конспирологическая все-таки версия. Михаил Леонидович, м, ну так, окей, про Кеннеди поняли, немного поговорили про какие-то э, нестандартные сексуальные связи, которые были в Третьем Рейхе. Вот, поговорили о Трампе. Но как-то вот завершая конспирологическую историю и вообще как бы вот эту все теории, да, теории заговора, скажите, то есть, ну, я правильно понимаю, что вы считаете, что как бы в настоящее время идет некая борьба между основными центрами силами. И есть там, не знаю, хасиды, как некий центр силы, правильно? сейчас я сейчас объясню. Да, вот опишите эти центры силы и за кого, на ваш взгляд, должны быть мы. Я сейчас объясню. Мы с вами простые русские люди. Да, мы с вами как простые русские люди. Значит, смотрите, в чем вся сложность текущего момента. Мы привыкли, что основными акторами являются государства. А сейчас основными акторами стали а, элитные группировки, близкие к тем или иным глобальным проектам, у которых границы не совпадают с границами государств. Понимаете? Если мы начнем смотреть на, соответственно, вот эти группы, то мы увидим, что в Соединенных Штатах Америки есть группа, которая, ну, грубо говоря, капиталистическая, это вот Трамп, и группа банкиров, западный глобальный проект. Они, если смотреть, к кому они восходят к фарисеям иудейским, потому что они были главными банкирами еще в Римской империи. Но у них была сеть. Вот эта вот диаспора еврейская, она появилась до уничтожения иудеев в 70-м году. Они жили в разных городах. И это была банковская сеть. Из нее выросла вот Сити в Лондоне, из нее выросла Бреттон-Вудская система. Ну, собственно, сначала ФРС, а потом Бреттон-Вудская система. То есть две силы. В Лондоне три силы. Это, соответственно, та же самая банкирская группа, которая Сити. Это старая земельная аристократия, которая сегодня с Ватиканом общается. И, наконец, это иудейский глобальный проект. Это та команда, которая захватила Великобританию в конце 18-го, начале 19 века. Это не фарисеи. Это не фарисеи, ну, если совсем строго, это ессейская группа, которая, причем она пришла из Вавилона через Хазарию. Откуда, соответственно, все вот эти вот вопли? И почему эта группа все время вместе с хасидской диаспорой? Потому что хасидская диаспора оттуда же. Михаил Ильич, я правильно понимаю, что вот весь этот замес, это глобально, ну, в вашем представлении, разборки разных еврейских групп между собой? Понимаете, в чем дело? Это они по происхождению. Нет, Ватикан, например, это не еврейская группа. Слава богу, отлегло от сердца. Так. А вот красный глобальный проект в марксистской логике, это как раз вот это вот иудейский глобальный проект. И поэтому Сталин и воевал с вот этой вот еврейской командой после войны. При том, что именно хасидская диаспора преподнесла ему на блюдечке с голубой каемочкой материалы об атомном проекте Соединенных Штатов Америки. Хасидская диаспора ему это преподнесла, да?
А что, есть какие-то по этому Ну, поводу... я думаю, просто супруги Розенберги не знали, что были Их хасидами. там, их там много было. Это не важно. Хасидская диаспора – это же обобщенная. Михаил Леонидович, ну, меня в этой концепции немножко просто смущает, что Там не есеи, только что Розенберг. фарисеи. Фу, Не, я понимаю. Меня просто в этой концепции немного смущает, что есеи, что фарисеи исчезли где-то 2000 лет тому назад. Но вот, и, скажем так, как русского еврея, у меня вопрос, а где во всей вот в этой вашей схеме Россия? Потому что я-то считаю, что мы должны ориентироваться на такой центр силы, как Россия. Что вот как бы, да. Да, где здесь Россия? Вот теперь смотрите, да, Россия как центр силы была всегда, потому что но только у нее вначале был проект православный, ну там с IX века, а потом, соответственно, стал красный. И этот красный проект, было много желающих его взять под контроль, в том числе со стороны Лондона. И, собственно говоря, в 30-е годы Сталин, разгромив Коминтерн, сделал, соответственно, вот эту вот как бы Россию самостоятельным центром сил. Вот. А Китай? Там очень много чего. Там почему обязательно еврейский? Есть, а в Китае совершенно не Вот я вам еврейский. подсказываю, что да, что не только же евреи, не одни же евреи должны быть, да. Не, ну и Иран, вот Россия, слава богу, что мы выяснили, что есть не, как ну отдельная Иран, сила Россия. Ватикан. Так, А потом еще раз, это же совершенно разные вещи. Это же преемственность идейная, а не физическая. То есть то, что они вылезли из фарисейской команды начала нашей эры, вовсе не значит, что сами они как бы на эту тему думают. Они думают на тему о том, как через кредит захватить мир. На эту тему они думают. Но как бы я прошу прощения, а такая же идея была у средневековых алхимиков. Это же та же самая идея, но только с другой стороны. Да, она как бы к евреям не имела отношения. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что все авраамические проекты, они так или иначе оттуда вылезли. Ну, куда тут вот с денешься? последним не поспоришь, Вот я просто, просто скажем говорю. так, Да. Поэтому, да. ну, Мгм. понимаете, опять-таки, тут надо, когда мы говорим о преемственности идей, да, вот эту идею двигала на первом этапе вот эта группа. А у нас, между прочим, была еще саддукейская группа, которая сначала обосновалась в Венеции, потом захватила Голландию, а потом в 1687 году захватила Британию. Меня просто тоже смущает, что судакеи 2000 лет тому назад исчезли. Я хочу, кстати, все-таки отметить, что, ну, я так, как бывший директор программ синагоги, знаком с фарисейскими концепциями. Они все-таки, если теологически смотреть и философски, очень сильно, да, они просто противоположны протестантскому капиталистическому подходу, который там сформировался в 16 веке. Я не могу сказать, что они во всем там, не знаю. За 2000 лет очень все изменилось. Я прошу прощения, еврейская концепция изначальная, да, именно вот когда была Иудея, как это, не давай в рост брату своему, а не брату можно. Так, и... Вот это принципиально важная вещь. Не брату можно. А, соответственно, христианское, между прочим, христианство это есейское. Ну, это одна из версий. Одна из версий, то Одна тоже из как бы не версий, подтвержденная. ну хорошо, ну давайте как бы, Да. мы же все И понимаем. такие, Михаил Леонидович, да. Не, ну, про то, что не давай, что запрещено единоверцам давать в долг, а в принципе, да, ростовщичество было разрешено, это правда. Ну, так это было, надо сказать, ну, просто если откровенно, практически в большинстве концепций, скажем так, религиозных на Ближнем Востоке того времени, особенно концепции, которые приближались к монотеизму, либо являлись монотеизмом. То есть в зороастризме были очень похожие вещи. Да, зороастрийцы не были евреями. Ну, то есть это, да, просто чтобы у зрителей было понимание, что это довольно распространенная вещь. Михаил Леонидович, скажите, Общечество было разрешено в Римской империи. да, да, Собственно да, да. говоря, Но не только евреи там занимались ростовщичеством. Нерона, опять-таки, историческая версия. Все знают, Нерон сжег Рим. Это все знают. Вопрос. При таком колоссальном пожаре должно быть колоссальное количество жертв. По поводу массовых захоронений ничего не известно. Вопрос, почему нет? Одна из гипотез гласит следующее. Предыдущие императоры
основная их борьба была не с внешними врагами, а с ростовщиками, которые контролировали фактически весь жилой фонд в Риме. Особенно Тиберий злобствовал. Но ничего не получалось, как с ними справиться. И Нерон Мгм. придумал замечательную штуку. Он выгнал всех из Рима, сжег Рим и построил дешевые государственные дома. Тем самым он у ростовщиков выбил базу. И утверждается, что заговор, после которого его убили, был вызван как раз именно этим обстоятельством. Михаил Леонидович, я могу вам добавить в копилку ваших конспирологических теорий, да, еще одну конспирологическую версию. Про Нерона просто как раз. В Талмуде написано, что Нерон прошел гиюр, то есть он стал евреем. То есть есть, ну, это довольно такая подтвержденная, в принципе, история, ну, косвенно, что его жена проходила гиюр, да, и, по крайней мере, скажем так, начинала исповедовать иудаизм. Вот так сформулируем это. А в Талмуде прямо сказано, что он прошел гиюр, на самом деле он не умирал, не погибал, а потом очень тайно, тихо жил в Иудее до конца своих дней. И один из талмудических мудрецов, он впоследствии свое генеалогическое древо проводит от Нерона. А этот мудрец жил там, не знаю, Но там, в Талмуд 150 писался через году. 1000 лет. Талмуд писался через 1000 лет. Не-не-не-не-не-не, не через 1000, что вы. Если мы берем от момента смерти Нерона, ну, он где-то через 100-150 он начал писаться в 200 году новой эры. Хорошо, ладно, может быть. Но, понимаете, вот как бы мы же понимаем, да, что все вот эти вот исторические гипотезы – это не конспирология. Это исторические гипотезы. Причем они такие вполне себе, ну, как бы в них нету ничего такого. Почему этого не могло быть? Могло. Вот. Уж, соответственно, история про то, как бы, что Нерон боролся с ростовщиками, прошу прощения, Клавдий боролся, Тиберий боролся, Октавиан боролся, только про Калигулу не знаю. А этот что, не боролся? Так не бывает. Вот, поэтому тут сложно все, да, как бы нельзя, Просто не факт, что в рамках этой борьбы он сжег Рим. совершенно верно, не Вот, факт, вот в чем проблематика, да? не факт, но просто так вопрос историки ставили редко, потому что основная линия была другая. А вот если как бы пытаться эту тему раскопать, я не исключаю, что там выйдут подтверждающие факты. Ну, в общем, надо нам уже заканчивать. Михаил Леонидович, спасибо за интервью и до скорых токсичных диалогов на Да, Вестнике Кавказа. до свидания.